Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Мы с вами свяжем вот такую летную маечку, которую я назвала «Сочное лето». Маечка вяжется очень просто и легко. Вязание очень похоже на простой классический реглан сверху. Начинаем с горловины, потом здесь закрываем петли в области плечи. И потом по отдельности вяжем сперва спинку, а потом перед. И здесь в области подреза мы соединяем круг вязания. А по переду мы с вами вяжем вот такой красивый нежный узор. Спинку мы вяжем без узора. Но нашу спинку украшает вот дырочки с обеих сторон, которые образуются при вязании реглана линии. Еще мы вяжем росток. И как вязать этот росток, я вам покажу на практике по ходу вязания. Горловину начинаем с резины 1 на 1. Кайму пройму оформляем такой платочной вязкой с обеих сторон. И по переду, и на спинке. И пройма наша в области подмышки так соединяется. Я вот центральную петлю по боковой линии вязала изнаночной петлей. И у меня здесь получается имитация швов. А на самом деле маечка без никаких швов вяжется. Вы знаете, что я люблю вязать и кофточек, и все изделие без швов. И шиту маечку до подоля немножко расширила по боковой линии маечки. Вот здесь. Я здесь добавила 3 раза. И это у меня получается, за каждым разом добавляем по 2 петли. И всего у нас здесь добавлено 6 петель. Первые 2 петли я добавила на 10 ряду, а потом я вязала 22 рядов, добавила. Опять через 22 рядов опять добавила. И я таким образом добавила с обеих сторон. И у меня получился легкий клин на боковой линии маечки. А подоль маечки вяжем 3 ряда платочной вязкой. И на 4 ряду мы закроем обычным путем. Теперь насчет размера. Маечка, которую мы с вами вяжем, 46-48 размер. Этот размер маечка можно спокойно или увеличить, или уменьшить. Если вы добавите здесь петли горловине и по реглану, у вас размер увеличится. И можно наоборот. А насчет узора, друзья, здесь очень удобно. Вот какой размер вы вяжете маечку, узор у вас вяжется одинаково. Все нужные моменты подробно покажу на практике. И мы с вами от и до вяжем эту маечку. Давайте, друзья, объясню коротко о схеме вязания. В начале схемы у нас приобретает вот такой вид. 166 петель, это у нас соответственно на 72 сантиметра длины горловины. 166 петель мы делим на 3. И у нас получаются вот такие цифры: 55, 55 и 56. 55 у нас будет спинная часть. 55 петель будет перед, и 56 мы делим на 2, и это у нас будет 2 стороны плеча по 28 петель. И мы после горловины петли делим с маркировками. Вот и здесь у нас начало вязания. И по этой начало вязания мы в последнем ряду горловины, когда мы вяжем резину 1 на 1, ставим свои маркировки, которые обозначающие наши части маечки. И еще мы отделяем черной маркировкой центральную петлю спинку и красной маркировкой центральную петлю переда. Эти маркировки мы ставим перед центральной петлей. И в конечном итоге для нашей манипуляции эта схема у нас приобретает вот такой вид. После оформления маркировками петли плечи с обеих сторон мы закрываем.
И начинаем вязать сперва спинку отдельно со всеми этими процедурами, и потом переходим на перед. Здесь тоже, когда закончим перед до подреза, мы потом соединяем перед со спинкой, и у нас вязание будет по кругу. Это регланная линия 4. Это у нас означает линия проймы. Для оформления кайма проймы мы отделяем по 5 петель. И эти 5 петель вяжем платочной вязкой. И для расширения спинки и переда после петли проймы берем накиды с 4 сторон. На спинке в течение 6 накидов добавляем через 3 ряда с обеих сторон. В течение 6 накидов добавляем через ряд. И в течение 10 накидов мы добавляем на каждом ряду. А по переду идет немножко по-другому. Здесь через 3 ряда мы добавляем 4 накида. Потом переходим добавлять накиды через ряд и добавим 6 накидов. И 12 накидов мы добавляем на каждом ряду. Таким образом, когда мы закончим добавление накида с обеих сторон, у нас количество петель переда равняется количеству петель со спинкой. С укороченными рядами провяжем здесь слегка закругленность со стороны спинки и со стороны переда горловины. Для этого вот это 55 цифру мы отнимаем одну центральную петлю и делим на 2 ровные части. Получается 27. 27 мы делим на 4 части. 7, 7, 7, 6. И это половина тоже самое аналогично. И вот такое деление мы осуществляем и по переду одинаково. И мы укороченными рядами начинаем здесь провязать сперва 7 петель, потом обратно, и здесь добавим 7, опять обратно, опять добавим еще 7 петель, обратно, и мы 3 раза таким образом по очередности захватываем по 7 петель. Мы потом переходим на другую сторону спинки. Здесь то же самое. Так, туда и обратно мы здесь тоже по очередности добавляем по 7 петель. И когда мы закончим, начинаем уже вязать наше вязание, расширяя спинку. И когда закончим спинку до подреза, тогда мы уже переходим в вязание к переду. К переду то же самое все повторяется. И здесь еще мы начинаем вязать узор. И при вязании узора я приготовила схему, чтобы удобно было нам начать узор по переду. Друзья, который я здесь все вам объяснила, я все подробно на практике покажу.
мы закончили горловину. Горловину вязали всего 12 рядов. И когда последний ряд я вязала резинкой, я поставила маркировки. Вот эта часть у нас спинная часть горловины. Перед центральной петлей я поставила черную маркировку. И голубой маркировкой у нас отделяется правое плечо, с фиолетовой маркировкой левое плечо, передние петли и центральная передняя петля отделяем мы с красной маркировкой.